Ребят, всем привет! Сейчас мы находимся в Мендосе, погуляем по городу и заодно расскажу, как вообще прошел этот год, что интересного происходило, поэтому приятного просмотра, погнали! Также не забывайте подписываться в Телеграм, там все самое актуальное и все самое интересное. Ставьте этому видео лайк, пишите обязательно комментарий, это очень сильно продвигает мое видео, буду очень благодарен вам. Продолжаем. Последние, 2 недели мы живем в таком месте, грубо говоря, в центре Мендосы. На выходе у нас такие крутые пальмы, я на самом деле прям потрогал их. На территории просто детский садик, еще несколько квартир. И все, и больше по факту тут вообще ничего нету. Это потому что это очень спокойно. Тут живешь, не как в Буэнос-Айресе, где куча движухи, куча всякой суеты. Здесь очень тихо, спокойно и очень мало людей. Выходим в наш двор. Все, здесь у нас стоит машина. На самом деле, говорю, прям такой тихий, спокойный город. Мне так вообще нравится. И улица такая же. Прошел уже ровно год, как мы приехали. Мы приехали в мае. Есть много что рассказать. С нашими документами за этот год кардинально не изменилось ничего. Мы также живем на прекарии и просто ждем ДНИ. У нас уже прошел год, потому что ДНИ дают сразу на год. И тогда нам останется всего лишь прожить 1 год по ДНИ. И потом мы просто подаемся на паспорт. Цены, естественно, были супер низкие. Все было вообще, ну, прям по очень приятным на самом деле ценам. Ну, кто бы знал, что произойдет так, как произошло. Кто бы знал, что вот изменится вот эта политическая обстановка экономическая, что цены пойдут в гору. И по факту сейчас цены, ну, блин, очень высокие. Ну, вот объективно очень высокие. Это типа вообще перебор. Но даже если брать в учет цены и ну, вообще все минусы, которые только можно придумать, это там, наверное, из-за экономической обстановки, то, что воровать могут, и то мы с этим вообще, по крайней мере, не встречались, хотя мы уже проехали и Буэнос-Айрес, и Кордобу, и все эти маленькие города мы заезжали, они супер милые, и вот сейчас в Мендосе, и в Чили я был, в Уругвае я был, то есть я лично не встречался с этим, надеюсь, не встретимся. Но я, наверное, реально чувствую, что это мой второй дом. Я понимаю, что Буэнос-Айрес это реально не главный город в Аргентине, ну, лично для меня. Да, там можно пожить месяц-другой, может, там, ну, полгода, окей, там, чтобы все ощутить. Это не наш вариант точно, и, типа, маленькие города в Аргентине, это вообще что-то невероятно крутое. В данный момент самыми главными такими минусами в Аргентине, которые были плюсами, но теперь это минусы, это цены на жилье, цены на продукты, цены даже на бензин, по факту они супер дорогие, 100 рублей за литр выходит. Если вы реально хотели увидеть нереальную природу, офигенно красивые, для нашего взгляда супер непривычные там виды, это прям сюда. То есть мы едем просто по обычному какому-то небольшому городу, и это как будто в фильме, знаете, в каком-то. В чем плюс этой страны? Плюс в офигенных путешествиях, в офигенных эмоциях, запоминающихся картинках и вообще всему такому подобному. За этот год мы сделали очень много. То, что планировали, практически все получилось. Мы купили машину в Чили, мы начали путешествовать, мы нашли нормальную работу удаленную, что позволяет нам путешествовать, потому что я там о путешествиях по Аргентине на своей машине мог реально только мечтать. Но в итоге все реально за этот год сложилось. Мы типа прям вообще безумно рады. Я надеюсь, что это будет только все идти дальше. Сегодня мы, короче, поедем в горы, в Мендосу. Ради чего вообще приезжают в этот регион? Это ради гор, ради Анд, ради горы Аконкагуа. Поэтому поедем в ту сторону, посмотрим все самые красивые места. Погнали! Короче, мы проехали уже где-то час, наверное, по этим горам. Вообще безумная красота, реально. Вот я каждый раз, когда бываю в таком месте, я вспоминаю, насколько это вообще крутое ощущение, насколько это круто и насколько вообще классно вот так выбираться, куда-то ехать, куда-то путешествовать и вообще в целом смотреть на всю эту красоту, которая типа по факту доступна, но многие типа этим не пользуются и вообще на самом деле прям круто. Мы сейчас остановились, пойдем к речке, пройдемся.
Едем вдоль реально огромных гор, там речка, сейчас к ней спустимся, посмотрим, там вообще очень круто и класс, короче, да. Я безумно опять рад, безумно опять у меня эмоции переполняют, мы едем кайфуем, короче. Машина помытая, конечно, вообще хорошо выглядит так-то. Не знаю, ветер, слышно меня или нет, сейчас пойдем спустимся. Ладно, к речке мы не пройдем, тут одни кусты. Не пропускаем возможность покормить какую-то бедолажечку маленькую, кушает. Тих маленькая, ти кушаешь, да, вкусно. Какую-то ей футболку драную нацепили. Но она хотя бы живет в целом в хорошем месте. Ну, я смотрю, тут нормальная заправка такая. Короче, нормально. В общем, мы зашли, купили еды в кафешку, и смотрите, что я нашел. Делай, делай, первую делаешь. Вторая моя. Так, начинаем. Сюда. Первая, да, давай. Ровно? Только надо, чтобы ровно было. Вроде ровно, да. Let's go! Let's go! Первая есть. Se pone loca y baila solita. Busca hombre pa' que la mantenga. Cada día se pone bonita. Por amor, por amor, por amor, por amor. Ahora tiene lo que quiere, pero su hombre tiene otras mujeres. Qué dolor, mi amor, en tu corazón. Ahora tiene lo que quiere, pero su hombre tiene otras mujeres. Qué dolor, mi amor, en tu corazón. Вы просто гляньте, в каком месте мы остановились. Это какая-то жуть. Я просто в шоке, насколько это красиво. Блин, тачка на самом деле вкуплена вообще максимально в тему, серьезно. Короче, мы поехали трогать снег. Мы увидели, что тут недалеко. Если куда-то проехать, то можно потрогать снег. И мы едем трогать снег. Реально снег, смотри. Будешь трогать? Угадайте, куда мы приехали? Добрались, наконец-то. Посмотрите, это снег. Я так на самом деле скучал по снегу, это жесть. Наконец-то, ёптель-моптель. Офигеть, мы наконец-то добрались к снегу. Это вообще супер классно, если честно. Просто круто. Я реально так скучал по снегу, жесть.
Смотрите, мы в какую лавку заглянули. Вообще, как же тут круто. Панчосы висят. Мы, в общем, взяли вот такую ламу себе, только черную. Взяли классную тарелочку в этом магазине. И... Что мы еще взяли? А что мы еще взяли? Наклейки. И наклейки, да, очередные нам. Сейчас, короче, пойдем посмотрим этот мост инков. Блин, прикольно на самом деле, места такие. Вайб вообще интересный. Мы не можем дойти до моста инков, буквально тут метров, наверное, 150, потому что мы закупаемся. Мы просто идем и скупаем магазины. Один за другими, всякая атрибутика. Короче, вот мы дошли до моста инков. Сейчас почитаем что-нибудь про него и посмотрим. Мы сейчас... Ой, свет, ну ладно, нормально. Короче, мы купили кое-какую штуку. Не пищать. Кое-какую штуку. Сейчас будем ее тестировать. Это, в общем, вот такой вот водонагреватель. Кипятильник, да. И он работает от машины. 12 вольт. Его нужно... Короче, вот я его засунул в машину. Ой, в смысле, в чайник. В кружку, да. Включил. И теперь, я не знаю, теперь мы должны ждать, пока оно вскипятится. Короче, она реально, прикиньте, штука рабочая. Сделала нам чаечек. Вот с таким видом. Сейчас будем пить чай, провожать закат, рассвет или что это? Закат. Точно закат. И посмотрим, либо поедем обратно, либо останемся здесь. Блин, конечно, вообще кайф вот в таком месте остановиться. Вайб тут супер крутой. Домики, горы, печечка, машинка. И вот мы сидим, греемся, пьем чаечек. Скай вообще уже дрыхнет. Там закат уже вовсю. Короче, блин, круто, реально. Я, короче, подумал, что в каждом видео я хочу затрагивать какие-то такие темы, которые кому-то, возможно, будут помогать именно решиться на что-то или в целом какие-то просто важные, интересные темы, чтобы не просто это были какие-то виды, горы, там, дорога, путешествия и тому подобное, и какая-то дополнительная тема была, которую я мог бы именно как-то раскрыть и объяснить свою точку зрения. Вы бы могли в комментариях написать, что думаете по этому поводу. В этот раз, короче, я решил поднять такую тему, на какие деньги мы путешествуем, да. Есть заблуждение такое, потому что я с ним уже сталкиваюсь не первый раз. Мне очень много людей пишут, типа, блин, а где ты нашел такую, там, высокооплачиваемую работу, что вы там путешествуете, там, туда-сюда? Я хотел объяснить вам, что по факту для того, чтобы путешествовать, и вот так, как мы это делаем, вообще в целом, я думаю, что это связано практически с любой стороной, потому что в Аргентине сейчас достаточно, ну, недешево, но я думаю, что практически по всем странам, там, по большинству можно путешествовать, имея обычную работу. Достаточно, чтобы она была удаленная. Достаточно какой-то средний заработок, там, в районе 100 тысяч на двоих рублей. Это, я думаю, более чем в данный момент даже по российским меркам, по российским зарплатам, это более чем реально. У нас где-то вот как раз-таки 1200, может быть, на двоих, типа, выходит. Примерно так. Но я думаю, что это в целом очень реальный доход на двоих человек. Если вы один, вам одному там 500, 600, 700 долларов хватит, я думаю, спокойно. Да, вы не будете жить в роскошных отелях. Да, вы не будете там какие-то супер крутые. Будет возможность в целом смотреть мир. Какие-то очень много что можно посмотреть, не тратя ни копейки. Да, возможно, кто-то боится, еще что-то. Это такое есть тоже. Но смысл бояться? Мы живем лишь раз. Жизнь не такая длинная, чтобы бояться чего-то, откладывать что-то там и думать, что потом когда-нибудь сделаешь. Я думаю, что самое страшное — это потом жалеть, что упустил какую-то возможность. Не упускать эти возможности. Я думаю, что если тебе чего-то хочется, то нужно как минимум постараться это сделать. Даже если ты потом будешь понимать, что у тебя это не получилось, ты хотя бы будешь знать, что ты попробовал. Практически всегда, когда я что-то пытаюсь пробовать, оно всегда практически получается. То есть мало в каких случаях это что-то у вас не получится. Если вы начали это пробовать и вы хотите реально, чтобы это получилось, оно, скорее всего, получится. Очень много ребят мне пишут, и даже молодые ребята мне пишут, там, 18-летние, которые говорят, блин, вау, круто, хочу путешествовать. Это все очень реально. И главное просто захотеть. Главное просто захотеть, и все обязательно 100% получится. Я реально не верил, что вот так вот смогу там путешествовать, куда-то ездить, в другой вообще континенте. Реально не верил. Но просто постепенно что-то делаешь, все получается. Все абсолютно реально, все абсолютно
доступно, реально доступно. Всегда можно найти удаленную работу. Меня там спрашивают, а как найти удаленную работу там или еще что-то, или как там то, как это. Блин, да, ну серьезно, я так же, как, я не знаю, у меня не было никогда удаленной работы. Я там пробовал что-то делать в Питере, но особо, типа, никогда не было у меня какой-то стабильной, хорошей работы. И в итоге я просто, ну, реально задался этим вопросом. Нужно найти удаленную работу. Начал искать ХХРУ, паблики ВКонтакте, паблики в Телеграме. Очень много сейчас, ну, время интернета. Короче, на этом, я думаю, будем заканчивать это видео. Следующее видео будет уже из Мендосы, либо, может быть, какого-то следующего города. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Комментарии, на самом деле, очень важны, потому что YouTube очень сильно на них реагирует и продвигает видеоролики. Я буду очень абсолютно каждому безумно благодарен, если вы напишите комментарий, любой абсолютно, хоть точку, поставите лайк, подпишитесь. Также в Телеграм-канал не забывайте, там очень актуальная информация и заранее все, и очень крутой контент реально туда пытаюсь сделать, потому что Телеграм для меня очень важная площадка. Поэтому спасибо еще раз вам за просмотр. Пишите мне по любым вопросам в ТГ. Пока-пока.